Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня я вам покажу свои автопортреты. Этот портрет я выполняла акварелью, тоже очень быстро. Быстрая такая этюдная работа. И вот такой портрет в стиле сграффито. Техника монументальной живописи и декоративной отделки стен. Это было задание по декоративной композиции, когда мы рисовали свой автопортрет в стиле сграффити. В этой технике должно было присутствовать 2-3 цвета. Это у меня вот такой изумрудный, фиолетовый и цвет телесный. Но цвет здесь имеет несколько тональностей. 2-3 цвета, нанесенные друг на друга, слои цветной штукатурки, покрытых в сыром состоянии слоем извести. Они процарапываются, и так проявляется рисунок. Поверхность стены окрашивают таким образом, чтобы внизу оказался самый темный оттенок. И к нам приходил художник оценивать эти работы, насколько они выполнены правильно в этой стилистике. И мой портрет особенно был отмечен художником, очень известным у нас в Казани, который выполнял в такой технике композицию с граффити на стене одного из зданий железнодорожного вокзала в городе Казань. Мне было очень трудно подходить к такому заданию, так как я не монументалист. Я больше любила работать с миниатюрой, но это задание, конечно, оказало на меня очень большое влияние в том плане, что я смогла двигаться дальше миниатюры. Вообще сграффито имеет очень важное место в истории монументального искусства. Это часть художественного наследия страны. И вот в Казани это направление не получило столь широкого развития, так как Казань – это все-таки восточный город с определенной культурой. Это направление сграффито было вытеснено популярными росписями и мозаикой. Пионером этого вида искусства в Казани можно считать художника-монументалиста Сергея Бубенова. Его первые работы были созданы совместно с казанским скульптором Василом Маликовым, живописцами Рустемом Кильдибековым и Виктором Федоровым. Так вот, один из художников-монументалистов был Виктор Федоров, который приходил оценивать наши работы в стиле сграффито. Он еще выполнял очень красивые витражи в главном здании университета города Казани. Далее вы увидите мои работы масляной живописи. Этот портрет навеян стилистикой Вермеера, но в то же время здесь от Вермеера у меня только освещение, лаконичность самого образа, но как он выполнен? Но выполнен он совершенно в другой технике. Если вы посмотрите на характер мазков, то это можно очень даже хорошо заметить. Но как классический портрет он интересен. Ну, конечно же, это не многочасовая работа. Как вам такой портрет? Я сейчас масляной живописью пока
не занимаюсь. Я ее отложила на некоторое время. Вот такой вот образ. Это все рисовалось в зеркало. У меня есть еще очень интересный автопортрет в профиль. Вот он. Но он находится в родительской квартире в городе Казани. Он выполнен на подрамнике, на холсте. Могу только показать вам фотографии его. Ну а этот портрет, мне кажется, выполнен на 2-м или на 3-м курсе, когда я училась в художественном училище. Вот этот портрет, мне кажется, более ранний, нежели вот эти портреты. И он выполнен в более хулиганской манере. Тут пастозность самого мазка. Вот посмотрите. Когда смотришь на масляную живопись, она очень объемная, очень интересная. В такой манере я выполняла ряд работ. Но потом почему-то я начала писать в лессировочной, такой вот тонкослойной манере письма. Здесь что-то между вот этими двумя портретами.